работаем в различных сферах народной дипломатии, проводим разнообразные мероприятия, это могут быть и концерты, могут быть и выставки. Отдельно хотелось бы сказать, что тема победы в Великой Отечественной войне является тоже приоритетом, потому что 5 государств, постоянных членов ШОС, являются государствами, которые находились в бывшем СССР. Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Вот с этими государствами мы проводим совместно выставки по увековечению памяти воинов узбекистанцев, которые погибли на фронтах. Отдельно уделяется внимание по жителям из фронтовых регионов, которые были эвакуированы в Узбекистан, в различных городах Узбекистана. Для наших партнеров, например, в России, это тоже не безразлично узнать судьбу своих сограждан. Проводим за последние 3 года почти 4 выставок архивных фотографий и материалов. Это очень интересно, потому что у нас подписан меморандум с агентством «Узархив». Эти выставки проводятся как в Узбекистане, так и в наших странах наших партнеров. Например, в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Минске проводили недавно. Вот. Дни культуры, можно вот тоже упомянуть. Проводили недавно дни кино, узбекского кино в Минске. Очень было интересно для белорусского зрителя увидеть наши кинофильмы, например, вот «Ильхар» о достойности, который был выпущен буквально в прошлом году, к 75-летию победы над фашизмом, с озвучкой на русский язык, естественно. Приходили высокопоставленные люди, депутаты, исполкома СНГ, представители, дипкорпус, средства массовой информации. То есть мы как бы знакомы с культурой, с наследием других государств, членов ШОС в Узбекистане, также активно продвигаем наше наследие, узбекское наследие, какие у нас проживали, в частности, в Самарканде, мыслители, ученые. Кстати говоря, по теме ученых и мыслителей мы как раз вот недавно выпустили книгу на узбекском языке 80 великих ученых и мыслителей 8 народов. Мы сюда включили по 10 выдающихся личностей с каждого государства члена ШОС, которые внесли огромный вклад в дело развития вообще как цивилизации, так и наук на пространстве ШОС. Следующая книга – это 88 сказок 8 народов. Это наши публикации за последние 3 года. Здесь включены по 11 сказок с каждого государства. Сейчас переводится на китайский, на английский языки. Вот. Отдельная вот книга у нас – это 88 тысяч посольств поговорок 8 народов. То есть отдельно от деятельности центра мой заместитель Кудацай Гатваров во время своего выступления подробно расскажет, а я передаю слово нашему модератору. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добро пожаловать в наш университет, в первую очередь. Хочу поприветствовать вас и поблагодарить вас за поддержку нашей конференции. Да. В первую очередь, данная конференция несет очень значимый, важный, стратегически важный смысл в рамках нашего университета в том числе. Как вы знаете, наш университет был создан в 2018 году на саммите Шанхайской организации сотрудничества в ЦИНДАО. Целью нашего университета как раз таки является исследование, объединение и культурно-образовательная интеграция стран Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня мы будем говорить о проблемах и перспективах развития туризма в странах ШОС. И это прежде всего приурочено к Международному дню туризма, и который выходил вчера, который мы вчера в этом зале торжественно все с вами заправляли, дорогие коллеги. А сегодня я сейчас не могу немного не могу понять, кто у нас делает приветственное слово, потому что сейчас и кто еще присоединится, сейчас не могу сказать, кто уже сидит на видеоконференции.
А пока мне хотелось бы передать приветственное слово уважаемому Джулию Коноговичу, первому проректору нашего университета. Уважаемые друзья, уважаемые гости, сегодня в нашем университете организуется хорошее научное мероприятие, которое посвящено проблеме и перспективе развития туризма в странах ШОС. Наш университет является университетом туризма общим для стран Шанхайской организации сотрудничества, как вы сами хорошо знаете. Поэтому наш университет всегда открыт на такие инициативы, которые сегодня провел наши уважаемые ташкентские гости, то есть центр ШОСов в Ташкенте, потому что после пандемиального кризиса поправить дела в туризме – это очень важно для всех стран мира, в том числе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому такие конференции, такие мероприятия активно помогают в поправлению наших дела, наших проектов в отношении развития туризма. Как известно, перед нами, перед работникам сектора туризма, правительством и президентом Республики Узбекистан поставлена такая грандиозная задача привлекать в страну 5 миллионов туристов в ближайшем будущем. Это работа в этом отношении грандиозная. Активно привлекать иностранных туристов в нашу страну – это для каждого сотрудника или работодателя в области туризма. И мы активно должны помогать на реальный сектор туризма своими научными разработками и вот такими широкоохватными конференциями и всякие инициативы надо поддержать, потому что уже второй год туризм переживает очень трудное время, и, наверное, поправить все дела в этом отношении требует тоже минимум 2 года и даже больше. Поэтому я сердечно приветствую участников и гостей нашей конференции и желаю удачи всем нам в работе конференции. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый Любовь Коногович. Еще раз добро пожаловать в Международный университет туризма «Шелковый путь». Хотела бы передать первое приветственное слово господину Рахматулле Ибрагимовичу Нуринбекову, национальному координатору Узбекистана по делам Шанхайской организации сотрудничества. Рахматулла Ибрагимович, слово вам. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые гости всех стран сотрудничества, представители корпуса, улетованного города Ташкента, признателен за приглашение принять участвовать в этой очень важной международной конференции. Тема туризма является одним из самых важнейших пунктов повестки дня деятельности Шанхайской организации сотрудничества с момента ее создания 20 лет тому назад в городе Шанхае. Надо сказать, что туризм является своего рода, если выразиться языком юристов, своего рода конституционным столпом деятельности Шанхайской организации, потому что данное направление
постановлением закреплено в харте, то есть в основном уставном документе Шанхайской организации сотрудничества от 2002 года. Поэтому главы государств, все страны-члены еще раз уделяют очень приоритетное внимание развитию взаимодействия в туристической сфере. Почему данное направление является таким важным? Во-первых, это сближение культуры, что отличает востребованности реализации, практической реализации принципов шанхайского духа. Это многообразие культуры и уважения многообразия. Это и стремление к совместному развитию. Туризм является тем сектором, который практически способствует практической реализации этих принципов. Во-вторых, это важнейший фактор экономического развития стран ШОС. Страны ШОС обладают колоссальным потенциалом для развития туристического сектора. Я об этом не буду говорить, потому что у нас конференция собрала самых ведущих экспертов из стран ШОС, которые будут детально говорить об этом. Кроме экономического фактора, туризм является еще и мощным импульсом для модернизации страны, потому что туризм способствует открытию, снятию ограничений между государственными партнерами, между страной и международным сообществом, и сближанию целых народов и государства, в том числе частного представителей частного сектора. Поэтому Шанхайская организация сотрудничества уделяет большое внимание именно данному сектору как направлению, которое интегрирует множество сфер деятельности Шанхайской организации. Как я уже отметил, это еще и экономика, культура, народная дипломатия, скажем так, это туризм становится своего рода инструментом народной, формирующейся народной дипломатии. Шанхайская организация сотрудничества, об этом директор Центра народной дипломатии Гаслан Сабиров уже подробно остановился в своей вступительной речи, поэтому я не буду много говорить о важности туристического сектора. Если проанализировать подход Узбекистана к данному сотрудничеству, в данном направлении в рамках Шанхайской организации сотрудничества, то я могу отметить, что за последние 3-4 года именно данное направление является одним из приоритетных для стратегии Узбекистана в рамках ШОС. Сама инициатива об учреждении Международного университета «Шелковый путь» по туризму, который является одним из соорганизаторов сегодняшнего мероприятия, была инициирована именно в ходе саммита ШОС со стороны нашего главы государства. Это не случайно, потому что мы видим, Узбекистан видит огромный неиспользованный потенциал Шанхайской организации сотрудничества в этой области. Другая еще важнейшая инициатива это нашего президента, это инициатива, озвученная уважаемым президентом Мирзияевым, это предложение подписать меморандум между секретариатами ШОС и Всемирной туристической организацией. Данный меморандум был подписан в ходе Бишкекского саммита в 2019 году. Самая недавняя инициатива – это инициатива Узбекистана о разработке и принятии положения о туристической и культурной столице ШОС, которое было утверждено в ходе юбилейного Душанбейского саммита 17
сентября текущего года. То есть наш подход является систематическим и последовательным в отношении развития туристического взаимодействия в странах ШОС. Почему? Потому что именно в период постпандемического развития стран ШОС туризм становится одним из мощных драйверов экономического роста. Не только экономического роста, но и инклюзивного роста. Потому что интегрирующая роль туризма как фактора народной дипломатии, как фактора модернизации, как фактора сближения культуры и как экономический фактор становится одним из самых востребованных. В этой связи я поздравляю от имени Министерства иностранных дел организаторов сегодняшней очень важной конференции, Центра народной дипломатии, руководство университета «Шелковый путь», Международного университета в городе Самарканде. Тем более в этом году Узбекистан принял председательство в рамках ШОС, и в течение следующего года мы будем тесно взаимодействовать не только со странами-членами ШОС, но и всеми участниками этого блестящего процесса, который происходит на обширном евразийском пространстве. Я имею в виду это и частный сектор, это и гражданский сектор, это и инструменты народной дипломатии, плюс образовательные учреждения. В плане председательства Узбекистана ШОС на следующий год вопросам развития туризма обращается очень огромное внимание. Я надеюсь, что мы продолжим наше взаимодействие в данном формате, и сегодняшняя конференция служит одной из важнейших отправных точек в данном направлении. Большое спасибо. Уважаемый Рамазан Владимирович Ахмат, спасибо большое. Вторую приветственную речь мне хотелось передать уважаемому директору Центра народной дипломатии ШОС Республики Узбекистан, господину Сабирову Кабужану Касимовичу. Спасибо. Здравствуйте еще раз, уважаемые участники конференции, коллеги, дамы и господа. Приветствую вас всех на международной конференции «Проблемы, перспективы развития туризма» в рамках ШОС. Мне очень приятно видеть среди участников наших друзей Абдулай Ибрагимович, Эдуард Садыковна, госпожа Фархат Аслиев, господин Иван Кайли, господин Абдулхалид Абдулхалид, Шукровна. Большое вам спасибо, что вы присоединились сегодня к нашей конференции. Dear participants, welcome to our conference, and it's a great chance to meet you in the conference. And our conference is about the problems of development and perspectives of tourism. So I'm really glad to see you all, and I'm greeting you all in this part. Thank you. На конференции свои доклады сегодня представят представители государств, членов ШОС и эксперты. Если появится возможность, может, мы дадим слово и студентам. So in today's conference, the report will be presented by members of Shanghai Cooperation Organization, and if there is a chance, the students will also be given such an opportunity to present their important ideas. Конференция проходит в непростых условиях, пандемии и сохраняющиеся ограничения провести в сфере услуг в целом и отрасли, в частности, как отрицательные, так и положительные результаты. So the conference is held in such uneasy conditions that we have in this pandemic, and despite of that, there will be positive tendencies to its development. С одной стороны, отечественный рынок во всех наших странах понес огромные убытки, его ждет долгий период восстановления, но с другой претерпевать небывалые изменения. On one hand, the whole market experienced great
negative effects because of the pandemic. Though on the other hand, there is great impulses to grow. Пандемия коронавируса – путь к новой реальности. Этот вынужденный глобальный эксперимент неизбежно ведет к радикальному переформатированию рынка труда. So the pandemic of COVID-19 just became a part of our reality, and now we face this issue of reformatting our activities, especially in this sphere of tourism. Сейчас считаю, что обсуждение этих проблем и новых трендов развития индустрии сервиса и туризма в странах ШОС будет полезным в нашей дальнейшей работе. From my point of view, the discussion of such vivid topics and the new trends will be quite essential for our conference. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативности, активности, оптимизма, приобретения новых дружеских отношений, контактов. So I wish a fruitful conference to the participants and hope it will serve as a tool for the collaboration and the establishment of the connections. Надеюсь, что нам удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом и мнением. Hope that this will serve as the platform for constructing the dialogue between the participants and bring great results. Пусть наша конференция в стенах Международного университета туризма «Шелковый путь» станет местом для дальнейших интересных и плодотворных встреч. Hope that this university will be a great place for meetings, to discuss great ideas and bringing together the solutions for all the issues. Я уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам данной конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого из них. And I hope that the results of this conference will be quite beneficial for the participants, and I'm really convinced that the outcomes will find its implementation in the market. Я всем участникам желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Спасибо. I wish you all the best on health and great participants. Огромное спасибо, уважаемый Богдан Касимович. Thank you very much for your welcome speech. Следующее слово мне бы хотелось передать, слово, следующий доклад, уважаемому заместителю генерального секретаря Евразиатского экономического форума с темой «Туризм и коронавирус. Туриндустрия Китая после пандемии». Господин Ван Кайвэнь. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые участники конференции, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы поздравить всех вас с Всемирным днем туризма. И здесь хотел бы сказать большое спасибо организаторам сегодняшнего мероприятия за предоставленную мне возможность выступить здесь на этой конференции. Как всем известно, в этом году широко отмечается 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества. И мы сегодня еще находимся под ярким впечатлением такого недавно проведенного в Душанбе юбилейного саммита ШОС, на котором были даны высокие оценки достижениям организации за эти годы. ШОС руководствуется принципами шанхайского духа, постоянно развивается, укрепляется и расширяется в полном смысле этого слова. За короткий исторический период Шанхайская организация сотрудничества стала общепризнанным и авторитетным объединением на мировой арене. ШОС сегодня стала более привлекательной и содержательной. Господин Ван Кайвэнь, прошу прощения. Да. Извините. Dear participants, using this opportunity, I would like to congratulate you with the International Day of Tourism that we had recently. And of course, I should mention that for the short time, the role of Shanghai Organization Corporation has
became well-known and authoritative body in attracting the tourists in the sphere and in regulating these aspects. Огромно ответить, что за последние годы повестка сотрудничества в рамках ШОС постоянно пополняется культурной и гуманитарной тематикой. Государства-члены придают все больше внимания культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе в сфере развития туризма. So for the last time, the members of the organization give constant focus to the different active topics, and it should be taken into account that more and more actual issues are bringing to the stage. Очень символично, что программа по развитию сотрудничества в сфере туризма государств-членов ШОС была принята 5 лет назад в Ташкенте на саммите Совета глав государств ШОС. It's quite symbolic that it happened just 5 years ago when it was on the sign of Shanghai Organization of Cooperation, which took place when the head of organization just all met together. В Душанбинской декларации 20-летия ШОС четко зафиксированы позитивные позиции сторон, что государства-члены будут стремиться к укреплению и расширению равноправного взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма с целью формирования на основе сложившихся культурно-исторических и экономических связей общего близкого пространства, интереса, интенсификации туристических обменов, создания новых рабочих мест, роста доходов, повышения уровня и качества жизни граждан. It was clearly stated in the declaration that on the equally common basis for the all participants, there will be made conditions for the reforming and development of different spheres, which will include the creating of vacancies and the betterment of the social and life conditions. Естественно, это дает импульс предприятиям туристской индустрии и сопутствующих отраслей к установлению прямых контактов со своими шосовскими партнерами. Definitely, it gives the impulse for the development of connected spheres connected with the tourism, respectively. Это также будет способствовать сотрудничеству между учреждениями профессионального образования в области туризма для совместной подготовки квалифицированных кадров, и создания и совершенствования туристской инфраструктуры государств-членов ШОС, изучение возможностей продвижения сотрудничества в области крупного туризма и развитию взаимодействия между туристическими городами. So naturally, it brought to the development of the different spheres that should also be taken into account here. So the cooperation and Потенциал туристических ресурсов на пространстве ШОС огромен. Развитие такого, к великому сожалению, пока оставляет желать лучшего. so the potential of tourism is quite big, though still there are big holes with the development. Как известно, на пространстве государств-членов ШОС сохранено множество историко-культурных достопримечательностей разных времен, в том числе и под времен Великого Шелкового пути. As it's known, still on the territory of the members, of the country's members of Shanghai Cooperation Organization, still we can find a lot of valuable cultural and historical artifacts which should be given a great value. Среди них порядка 150 объектов уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, число которых постоянно увеличивается. Among them, about 150 subjects were included in the list of heritage of UNESCO.
Помимо этого, наш Шосовский регион, распирающий от восточного мегаполиса колыбели Шос города Шанхая до Балтийской жемчужины Калининграда и от Северной Арктики до теплого Индийского океана, где проживает около 43% населения земного шара, славится многообразием культур, разнообразием природы и климата, гостеприимными традициями различных народов. So besides that, about the territory of the cooperation and communication covers the different territories from the LTPS, and it includes about the 43% of the issues, which stands for its multicultural diversity. Все это, несомненно, является мощным источником для развития туризма. Словом, каждая из стран Шосовской семьи привлекательны по-своему и при совместных усилиях могут стать райскими местами, так сказать, для любителей путешествий. So all of them can serve as the powerful source of tourism, and they are all attractive in their own way. С точки зрения спроса, могу сказать, что туристический потенциал региона ШОС имеет многообещающие перспективы. So from the perspective of the demand, so it has just great plans ahead. Приведу, например, китайский фактор. Как вы знаете, что в последние годы по мере непрерывного повышения жизненного уровня в Китае наблюдается продолжительный бум развития туризма, в том числе и въездного. To bring China's factor as example, we can see that there is a constant boom in the development of tourism that could be seen for the recent time. В народе широко распространяется такое образное выражение, как «мир огромный, я хочу посмотреть», если в смысле побывать. So there is a common concept which states that the world is huge and I would like to see that all. Такое явление не только среди молодежи, но и среди пенсионеров, которые свою молодость имели возможность, а теперь хотят, так сказать, наискать упущенных. Тем более, что у них огромное количество свободной времени, как у меня, я уже полноценный пенсионер. So this concept now is quite common not only among the youth, but also about the people of previous generation who didn't have such opportunity previously in the early ages, that are now being on the pension, actually just being retired, they have this great opportunity which they would like to use. По данным официальной статистики, ежегодный поток въездного туризма из Китая составляет порядка 150 миллионов человек раз и с солидным ежегодным приростом. According to official statistics, the monthly, just the number of tourists going outside from China to visit different places comes to 150 million. Но из этих 150 миллионов пока значительная часть приходит на наш Шосовский регион. So the major part of it comes to our sector, to Shanghai Cooperation Organization. Например, Россию ежегодно посещают где-то 1,5 миллиона китайских туристов. Всего 1% от общей цифры. Это не то слово, что мало. To illustrate this, about 1.5 million Chinese tourists visit Russia annually, which comprises about 1% of the total number, which is not really a significant indicator. Посещающих страны Центральной Азии еще меньше. And visiting Central Asia region tourists, even their number is even lower. Для сравнения, на данный момент каждый год Японию, Таиланд, Малайзию,
восхищаются китайских туристов, ну, где-то на уровне 10 миллионов. To compare the statistics, the number of tourists regularly visiting Japan, Taiwan, and Malaysia comprise about 10 million people. Южную Корею 8 миллионов. And 8 million people visit South Korea. Камбоджу 2,5 миллиона. And 2.5 million tourists visit Cambodia on the regular basis. Как видите, у нас потенциал для роста очень огромный. As it can be seen, there is a great potential to grow and develop. Конечно, в данный момент пандемия коронавируса помешала людям нормально путешествовать в другие страны. Но в любом случае пандемия пройдет, и люди возвратятся в нормальный ритм жизни. Of course, the role of pandemic that disturbed people to travel in these other countries played its role, but still there is a hope that it will pass soon and they will gain opportunities to recover and continue this activity. Сегодня туристическая индустрия переживает труднейшее время. So the tourism industry just experiencing uneasy times. Но мы уверены, что туристическая весна будет, ей надо готовиться. But we do hope and we're convinced that there will be spring after the crisis, but we have to be ready for that. Если судить по тому, что происходит с развитием внутреннего туризма в Китае в данный момент, то мы можем с уверенностью сказать, что мы с вами можем ожидать новую волну въездного туризма с Китая, как только мир избавится от пандемии коронавируса. Simply by observing on the tendency which goes in the internal Chinese market, we can be sure that we have to expect a new wave of tourists visiting other places for which we have to pay. Так что, как говорится, готовьте сами лето. So as it says, prepare your net from that summer, when you want to do everything in time. Считаю важным, что на Душанбийском саммите государства-члены ШОС пришли к единому мнению, что будут стремиться к формированию общего туристского пространства в интересах интенсификации туристических объектов. So hopefully that this conference will bring us together for the forming of common tourist potential and development of this sphere. Хотел бы отметить, что по мере развития современных технологий в сфере обслуживания туристов появилось много новых, удобных для туристов форм обслуживания, связанных с цифровизацией туристической инфраструктуры, например, так называемый туризм, онлайн, платежи. So due to the development of IT technologies and the technical sphere, now we have plenty of opportunities for development of tourism in this aspect, to name but a few, smart tourism, which has great potential. Сейчас большинство китайских туристов уже привыкло к такой реальности, что совершают туры с одним мобильником или, так сказать, без кошелька. So now among the Chinese people, there is such a tendency to travel with the mobile phone in their hands, which starts having the commentary. Здесь хочется подчеркнуть, что туристическая индустрия может стать ключевым фактором ускорения экономического развития и даже сокращения бедности. So it should be noted that the tourism industry can be a key factor in the solving of different issues, such as, for example, eliminating or level of poverty. В этом плане Китай накопил довольно богатый опыт и уже имеется много удачных примеров
особенно в слаборазвитых сельских местностях. So China can share with this great experience in this aspect, which they have demonstrated in the solving the issues, especially in the low developed aspects such as agriculture, for example. В заключение я хотел бы сказать, что развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма является одним из главных приоритетов ШОС. So in conclusion, I would like to say that the development of equally and just on the common basis cooperation will play a great role and is quite essential for the Shanghai Cooperation Organization members. Туристические обмены между государствами ШОСовской семьи не только сближают народов наших стран и углубляют их взаимопонимание, но и приносят пользу в раскрытии потенциала сотрудничества, в том числе и в области взаимного инвестирования. So the cultural and touristic exchange between the countries will serve for the betterment of the cooperational ties as well as to the bringing them closer in the solution of the issues. Словом, от сотрудничества в сфере туризма выигрывают все, никто не будет против. To say shortly, everyone will benefit from our common cooperation, which we have to contribute. Будем надеяться, что благодаря туристическим обменам народы нашей ШОСовской семьи будут дружнее, ближе и сплоченнее. So I do hope that due to the exchange of the tourists between our Shanghai family, so our people will be more friendly, more cooperative and closer. Пользуясь случаем, хотел бы вас проинформировать, что с 18 по 20 октября этого года в городе Сиань будет проведен очередной Евразийский экономический форум, на котором будет отдельный блок по развитию туризма. Форум проводится в формате офлайн плюс онлайн. So taking this opportunity, I would like to announce that from 18th to 20th October in Xi'an City, there will be regular Eurasian Forum, which is devoted to the development of tourism. Благодарю за внимание. Thank you for your attention. Большое спасибо, уважаемый господин Ван Кайвэнь, за вашу насыщенную, стратегически важную речь. На самом деле, я думаю, было сказано очень много тезисов касательно важности развития туризма среди стран Шанхайской организации сотрудничества. Дорогие коллеги, уважаемые докладчики, хотелось бы буквально пару слов сказать от имени заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, министра туризма и спорта, ректора Международного университета туризма «Шелковый путь». В данный момент у нас также проходит открытие кинофестиваля, вот в данную уже минуту, да, его сейчас дает официально торжественный там, и параллельно не может сесть, поэтому попросил меня сказать буквально пару слов от времени. Прежде всего, хотела сказать о важности ШОС вообще для Республики Узбекистан, для межнациональной интеграции. Как я вам уже вначале говорила, да, наш университет был открыт в 2018 году на саммите ШОС в Циндао. Эта идея родилась и принадлежит именно президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. В нашем университете открыт специальный департамент ШОС, который активно задействован в организации мероприятий, которые ожидаются в Самарканде, саммит при участии глав государств, который мы ожидаем буквально через год, будет проходить в городе Самарканд, в сердце Великого Шелкового пути. Сейчас город максимально широкими темпами готовится, у нас проходит реконструкция различных сооружений, очень много различных изменений именно к организации саммита. Это и создание новых гостиниц и туристических объектов. Я думаю, Узбекистану будет что показать участникам саммита, который пройдет в 2022 году в Самарканде. Также хотелось бы отметить, что по инициативе главы государства впервые в истории Республики Узбекистан были выделены гранты для международных студентов, которые хотели обучаться
в нашем университете для студентов из стран Шанхайской организации сотрудничества. Нами было выделено 85 грантов. На данный момент у нас практически со всех стран собраны студенты. Хотела сказать, что для нас это является, данное мероприятие в том числе является первым, но стратегически важным. Следующее слово мне бы хотелось передать нашему ближайшему соседу, это Республика Таджикистан. Господин Гафузатар Халил Давлатали, директор Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане. Ясно, вы написали, что будет выступать заместитель Центра сотрудничества ШОС в Таджикистане. Хотелось бы передать вам слово. Тема доклада «Туризм как форма народной дипломатии». И, дорогие коллеги, дорогие докладчики, так как вы уже видите, у нас consequent translation, да, последовательный перевод. Хотелось бы попросить сократить ваши доклады, если можно, минут до 5-7, потому что с последовательным переводом мы немного затягиваем время нашей конференции. Уважаемые коллеги из Таджикистана, передаю вам слово. Благодарю. Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые партнеры. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов мероприятия за приглашение представителей нашего центра в участие в таком весьма значимом и интересном мероприятии. Хочу принести извинения от имени директора нашего центра. По некоторым причинам директор центра Халил Андреевич отключился в министерство, и хочу попросить ваше разрешение зачитать выступление уважаемого Гафузатара Халила Давлатали на тему «Туризм как форма народной дипломатии». Сегодня в условиях государственной независимости Республика Таджикистан наряду с другими странами последовательно укрепляет свое положение на международной арене. Политика, проводимая государственным правительством Республики Таджикистан, по предложению нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, достигает больших успехов в деле укрепления независимости, обеспечения безопасности и дальнейшего развития и процветания республики. Буквально дайте время переводчику, чтобы он вас перевели, потому что у нас есть иностранные участники. Dear participants, using this opportunity, in the first one, I would like to show my respect and thankfulness to the organizers of our conference who gave us such opportunity to take part. Yes, and I bring my apologies on behalf of the head of the center who couldn't take part in today's conference because of some reasons. Огромное значение в определении и осуществлении внешней политики играет публичная дипломатия. So, the big role is devoted to the public diplomacy. Одним из аспектов публичной дипломатии является культурная дипломатия, которую специалисты называют одним из важнейших приоритетов государства и неотъемлемой частью его внешнеполитической стратегии. One of the aspects of public diplomacy is the cultural diplomacy. Можно повторить, пожалуйста? Для продвижения таджикской культуры за рубежом страна действительно делает много. Официальное представительство Таджикистана за рубежом в сотрудничестве с активными организациями таджикской диаспоры продвигает таджикскую культуру. For the development of and advancement of Tajik culture abroad, a lot of steps are taken by the government, especially by the Tajik community abroad. Таджикистан активно занимается благоустройством историко-культурных памятников, которых в стране свыше 2000. Такая работа увеличивает число исторических достопримечательностей, привлекая внимание туристов. Tajikistan gives great emphasis to the development and preservation of the cultural objects on its territory, which currently comprise about 2,000 objects, which will contribute to the involvement of the tourists in the region. Общественно, что въездной и выездной туризм является фактором преимущественного представления о стране среди иностранцев, в других странах.
So Alright, so it is a common fact that the incoming and outcoming the flow of tourism plays a great role for the development, and the great emphasis should be given to that. Мировой опыт свидетельствует, что страны, осуществляющие широкий туристический обмен в сфере политики, всегда конструктивно решают возникающие между ними проблемы. The global experience showed that the countries who give great attention to the development of this aspect successfully solve the issues connected with this field of activity. Принцип тесно связан с проблемами международной безопасности. Глубоко зависит от степени решаемости международных и межнациональных конфликтов, поскольку он немыслим в зонах политической и военной нестабильности. So this principle is closely connected with the principle of international safety and the regulation of the conflicts, which should not be taken and should not take place in this sphere. Поэтому туризм является формой народной дипломатии, приобретающей особую значимость в условиях глобализации и информатизации мира. That's why tourism serves as the form of the public diplomacy, serving as the tool for the development and the regulations. В связи с этим создание конкурентоспособных мультиязычных информационных и аналитических агентств становится важной задачей. In this regard, the creation of multicultural and multilingual centers becomes one of the prioritized tasks. Задача по широкому использованию возможностей современных информационно-коммуникационных технологий для презентации и пропаганды достижений и перспектив социально-экономического развития страны, ее культурных и научных завоеваний становится в концепции внешней политики Республики Таджикистан. Now, the principle of development and implementation of communication technologies becomes one of the formal tasks, which is now Tajikistan. В целях осуществления этой важной задачи Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане выдвинуло предложение и работает над инициативой по образованию туристического информационно-ресурсного центра ШОС. In this regard, the Center of Friendship and Cooperation in Tajikistan makes great contribution to create touristic informative center. Предполагается, что деятельность этого центра будет заключаться в продвижении туризма в рамках ШОС, узловых городов одного пояса одного пути, чтобы создать в этом регионе качественные туристические направления мирового уровня и самые популярные туристические маршруты. It is suggested that the activity will be mainly focused on development to develop the tourism in the core cities of Shanghai Cooperation Organizations and on the partnering places. Одним из таких туров может стать тур «8 чудес ШОС», ведь государства-члены ШОС со своей богатой исторической культурой и огромным туристическим рынком являются воплощением разнообразия мировой цивилизации. So one of the examples can be the tour named 8 Shanghai Cooperation Organization Wonders, which can play a great role. Особенно значим в этой связи культурный туризм. Путешествия с целью знакомства с материальными и духовными объектами культуры, участие в событиях культурной жизни. So cultural tourism plays a significant role in this part in the development of different aspects connected with that. Говоря о туризме как инструменте публичной дипломатии, можно констатировать активный интерес к развитию такого вида дипломатии, как туристической. So talking about the tourism as a diplomacy, we can say that it can be used as a diplomatic tool for solving the issues. Туристическая дипломатия – это инструмент, с помощью которого государство может рассказать миру о себе. So touristic diplomacy is the tool which can be used to announce about ourselves to the whole world. Как отмечают дипломаты, успеха достигает тот,
то умеет задействовать все имеющиеся ресурсы: язык, образование, туризм, национальная кухня, кинематограф, бренды. Все то, что мы видим в арсенале тех, кто использует инструментарий мягкой силы уже годы и десятилетия, либо стремительно овладевает этими инструментами сейчас. As the diplomats say, the success is achieved by those who use all accessible aspects under their hand, which may include the language, the cinematography, education, and others. Туристическая дипломатия, будучи по сущности экономической, в настоящее время осуществляется в все большей степени методами публичной дипломатии. So touristic diplomacy, being still as a part of economic diplomacy, just takes its reflection in our reality by its own steps. В конце хотелось бы отметить, что туризм с точки зрения публичной дипломатии – это деятельность долгосрочной перспективы, направленная на формирование положительного имиджа государства. So finally, I would like to state that the tourism diplomacy just is aimed to realize the long-term activity since it serves for the image of the state. Хотелось бы еще раз отметить, что рада видеть каждого участника сегодняшней конференции. Благодарю за внимание. I would like to say that we are really happy to see and welcome all participants of this conference. Уважаемая госпожа Раджаба Вашингтона, большое спасибо за ваше слово. Хотелось бы поблагодарить Республику Таджикистан за такие прекрасные предложения и передать слово представителю из Индии, господину Нурти, второму секретарю консулу посольства Индии в Республике Узбекистан. Также хотелось бы передать свое высокое почтение его превосходительству послу Республики Индия за постоянное участие, поддержку как нашего университета и наших инициатив, так и в целом мероприятий Министерства туризма и спорта. Вчера только вот мы с ним как раз разговаривали о сегодняшнем мероприятии. Тема доклада «Особенности туристической индустрии в Индии». Господин Мурти. Thank you very much. Distinguished speakers, greetings and good afternoon to all. It's an honor to be present in this august platform and share a few points on features of the tourism industry in India. India is one of the largest travel and tourism markets in the world. It offers diverse tourism options such as cruises, adventure, medical, wellness, sports, ecotourism, film, rural, and religious travel. India has been recognized as a spiritual tourist destination by domestic and international visitors. India ranked 34th in the world in the Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, published by the World Economic Forum. The Indian tourism and hospitality industry have emerged as one of the key drivers of growth among the services sectors in India. Tourism in India has significant potential considering the rich cultural and historical heritage, variety in ecology, terrains, and places of natural beauty spread across the country. Tourism is also a potentially large employment generator, besides being a significant source of foreign exchange for the country. The World Travel and Tourism Council calculated that tourism generated 16.91 lakh crore US dollars, 240 billion or 9.2% of India's GDP in 2018 and supported 42.673 million jobs, 8.1% of its total employment. The sector is predicted to grow at an annual rate of 6.9% to 32.05 lakh crore US dollars, 450 billion by 2028. India ranked 10th among 185 countries in the world in terms of the travel and tourism sector's contribution to the GDP in 2019. In financial year 2020, tourism sector in India accounted for 39 million jobs, which was 8.0% of the total employment in the country.
By 2029, it is expected to account for about 53 million jobs. In 2019, contribution of travel and tourism to GDP for India was 9.2%, whereas in 2020, it stood to a low of 4.7% due to the restrictions imposed to battle the spread of COVID-19. Despite the pandemic, in 2020, international visitors spent rupees 890.7 billion, while domestic visitors spent rupees 720.4 million on travel. The National Tourism Policy 2002 earmarked considerable changes in policy inclusion in the Indian tourism industry. The most significant aspect of the new tourism policy rests on the coordinated efforts of public and private sectors in tourism planning and promotion. I will highlight some of the salient features of tourism promotion in India since 1991. Tourism was made a priority sector for foreign direct investment in 1991, making it eligible for automatic approvals up to 51% of the equity. A national strategy for tourism development was evolved in 1996, which advocated the strengthening of an institutional setup in human resource development, setting up of an advisory board of tourism industry and trade, the integrated development of tourist destinations, and the promotion of private sector in tourism development. Declaration of export house status to the tourism industry in 1998, specifically travel, hotels, tour operators, and tourist transport operators are given in this status. Declaration of ecotourism in the year 2022. Adoption of single window clearance system for tourism entrepreneurs. Confederation of Indian Industry and the Task Force on Infrastructure for Tourism suggests in their reports that tourism should be declared as an infrastructure industry of the country. Sustainable policy determination, openness for foreign direct investments, financial assistance to the private tourism entrepreneurs, etc., are also remarkable landmarks in the history of the tourism industry in India. And highlight some robust demand of the tourism industry in India. By 2029, India's tourism sector is expected to grow 6.7% to reach rupees 35 trillion, that is $488 billion, and accounting for 9.2% of the total economy. International tourist arrival in India is expected to reach 30.5 million by 2028. However, domestic tourism is expected to rise the growth post the pandemic. Government is providing free loans to medium-scale enterprises to help them deal with the crisis and revive the economy after the pandemic outbreak and all, including the tourism sector. Post the pandemic crisis, the government plans to tap into regional tourism by opening doors for South Asian country tourists. While an air bubble agreement is made with Sri Lanka, talks with Saudi are also in progress. Campaigns such as Pradesh Darshan, a theme-based tourist circuit, was launched to harness the tourism industry's potential. The government introduced a scheme to boost the tourism sector by providing 1 month free tourist visa to 5 lakh tourists until March 31, 2022, once the pandemic eases out in the country and India opens for the tourist sector. India offers geographical diversity, attractive beaches, 37 World Heritage Sites, 10 biogeographical zones, 80 national parks, and 441 sanctuaries. The country's big coastline is dotted with several attractive beaches. Now talk about the impact of COVID-19 on tourism sector. COVID-19 pandemic is a unique and extraordinary situation for the globe, which has potentially disrupted almost all aspects of life. In this global crisis, the tourism and hospitality sector has collapsed in almost all parts of the world, and the same is also true for India. In 2020, total contribution of the sector in India's GDP declined by 36.3% over 2019 due to the COVID pandemic. The dip was mainly due to international and domestic travel restrictions, lockdowns, and social distancing measures implemented by the government of India.
In 2020, the sector also recorded a 20.8% decline in employment. In terms of visitor spending, the decline was more prominent in the international visitor segment, a 61% or $18.8 billion increase over 2019. In the domestic visitor segment, the decline was 30.7% or $42.9 billion. Now I'll talk about some government measures to support the tourism sector in India. Government of India has got some new policies to boost the domestic travel and tourism sector. The Government of India has launched several schemes through various ministries from 2020 to 2021. The Ministry of Tourism has outlined policies to support new tourism products such as development and promotion of caravans and caravan camping parks. On January 25, 2021, the Union Tourism and Culture Minister announced plan to develop an international level infrastructure in travel to promote adventure tourism and winter sports. Further, to support the travel and tourism sector, the Ministry of Road Transport and Highways has introduced a new scheme, All India Tourist Vehicles Authorization and Permit Rules 2021. So, this scheme, the tourist vehicle operator can receive an All India Tourist Authorization Permit online within 30 days of submitting an application. On June 28, 2021, the Union Minister announced relief packages to revive tourism in the country. Some of the key schemes are schemes to be administered by the Ministry of Tourism through the National Credit Guarantee Trustee Company Limited. Under the scheme, over 11,000 registered tourist guides and other travel and tourism stakeholders will receive financial support in the form of loans from various nationalized and private banks. The scheme covers 10,700 regional tourist guides and 904 travel and tourism stakeholders recognized by the Ministry of Tourism or state governments. Once the visa issue starts, tourist visa issue starts, the Indian government will provide free visas to first 5 lakh tourists. The benefit of free of charge visas will be available only once per tourist, and the scheme will be applicable only March 31, 2022, or until issuance of 5 lakh visas, which was targeted achieved earlier. The scheme is expected to be a huge incentive for tourists on short-term visits. The total financial implication of this scheme would be rupees 1 billion, and once the scheme expires, regular fees for applying visas will be applicable. Finally, to conclude, the travel and tourism sector is one of the key contributions to the Indian economy. The Government of India is taking proactive measures to help the industry navigate the COVID challenges. Measures taken by the Government of India and Ministry of Finance are expected to significantly help stakeholders in the sector. These measures are expected to infuse required liquidity to support in operations in the near term. It will also support government-approved tourist guides who have been hit by the ongoing slowdown in the sector and the pandemic, and will help the sector to achieve the projected GDP contribution of ₹12.68 trillion by 2028. I hope members of Sunday Progress Foundation will come together to ease the ongoing effects, negative effects of COVID-19 pandemic on tourism sector. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, many thanks for this detailed and very focused presentation and the attitude of India for post-pandemic tourism revival. Дорогие коллеги, хочу поблагодарить господина Мурти за прекрасную речь от Индии, от государства, от Индии, позиции Индии в пандемический кризис. Хочу передать следующее слово уважаемому господину Фархату Асиф, госпоже Фархат Асиф, прошу прощения, директору Пакистанского института мира и дипломатии. I want to give the next speech to Honorable Farhat Asif, Director of Pakistan Institute of Peace and Diplomacy. Dear colleagues, I'm sorry, I just wanted to notice, please, would you mind keeping the time limit, not more than 10 minutes, if I would not mind to ask you for that, because we have very many speakers in the line, and we need to keep this timeline. Уважаемые участники, хотела попросить вас
соблюдать регламент, и более 10 минут, пожалуйста, для того, чтобы мы могли послушать всех спикеров со всех стран мира, которые ожидают сейчас. Спасибо большое. Dear Farhad Asif, please, the floor is yours. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Ali, for giving me the floor, and I must congratulate the organizers for hosting this important international conference, especially at the time when we're also celebrating this Tourism Day. I must congratulate all of you and the organizers, exactly, the partner institute, the SEO Center for Public Policy, which is partner to Institute of Peace and Diplomatic Studies. Thank you so much, and also Dr. Ali for giving me the time for 10 minutes, and thank you so much for inviting me to have the floor of sharing how Pakistan's tourism industry has been affected by the entire cause of the COVID-19. Ladies and gentlemen, as you know, Pakistan is a very beautiful country, having the length and breadth of Pakistan across. We had UNESCO's, important sites to travel. There are mountains in the north. We have coastal, areas in the south of Pakistan, deserts, and beautiful country across the length and breadth. But as you all know, that the COVID-19 has not only put a glimpse of not only beautiful countries across the world, but also on Pakistan as well. There's a whole lot of impact that has been made on Pakistan's tourism industry because of the restriction of the travel. And over the years, over the course of these two years that we have seen, almost ending the second year of where we are witnessing pandemic into a fourth phase. Currently, we are under control. The COVID is in Pakistan is under control. Slightly, at the mentor of getting out of control, but still we are under control. We have vaccinations done by our Ministry of Health and very much recognized globally for our control measures that we have done. And of course, the industry of tourism and hospitality has remained as a market which has been contributing towards Pakistan's overall GDP. If you look at the figures, we have seen that Pakistan's overall GDP has been covered by 5.9% of the total entire economy. We had traveled and 4.7% of the global the GDP has been contribution coming from the travel industry, and the contribution of employment is of course more than 6.2% of overall jobs that are present in Pakistan. We have also seen that there is almost 11.2 billion international visitors and exports, and because of the travel industry, we have seen that. And this contribution has been immense. And by virtue of our federal subject, is that as a result of our global, as a result of our map of demarcation of from provincial and federal, this has been a federal. This has no longer been a federal subject, but provincial. So there's a collaboration between federal and provincial level of governments in Pakistan related to tourism and hotel industry. Overall, total industry, we have seen a slight decline of the industry's income and resources because of the travel restriction. But we have seen that Pakistan has tremendously improved the investment within the travel industry because of the incumbent government. Prime Minister Imran Khan has focused on building Pakistan's tourism since because at the time of his taking over, and now the overall Pakistan's tourism industry has been so far. We had, very mixed of our, travel destinations, as I shared, because of our slogan of "It's beautiful, it's Pakistan." We have been recognized by people who are, little in our hospitality, because people who come over to Pakistan and visit us, because of our hospitality and love to those people, they would not like to leave.
Even we have seen those international bloggers and food travel people who have been coming to Pakistan from globally. They have been recognizing this aspect, and of course, not only those influencers, of course, global indications into and those standards that have been given to the travel industry. Because of that, we have been given high level of standard of travel and safe place to travel in the country. But because of our COVID situation, this has been, there's ups and downs. We have seen not only travel related to tourism as such, but of course, religious tourism has also been increased. Recently, the government has also opened the Parkour corridor. Because of that, there's a lot of a lot of travel has been made because of that. And of course, when we look at our entire period of building the tale of how Pakistan has built its contemporary, tourist places, the government has also invested to build up and level up the travel places, their upgradation, their necessary equipment, of course, and necessary facilities for building the hospitality that we have. And of course, over the time period, we have seen that we have also ranked much better as compared to before. There has been a lot of propaganda about Pakistan that it's not safe to travel. But the world recently in 2020, we had been considered as one of the most safest capital, of course, Islam, and of course, most safest country to travel and live and have tourist places, a big place to work and study as well. Over the time period, we have also seen that there have been, of course, the challenge. One of the biggest challenges is the travel ban. Of course, recently, UK government has, placed keep Pakistan away from the red list. We're very happy because of that. A lot of travel from abroad, from European countries to Pakistan has increased many-fold. We have also seen this has created a lot of impact and also showed trust on Pakistan government for its measures taken over in order to control COVID. There's a lot of prospect of development of tourism in Pakistan as well. And there are, of course, challenges. We have beautiful places, a lot of tourist attraction places, but there are a lot of restrictions because of the resources and economic restrictions as well. But at the same time, there's also drive that we see from our government to build that. So in the last 3 minutes, what I would like to share with you that Pakistan is a country was once followed by Taliban, terrorism, and all that. But at the moment, we are one of the beautiful, one of the most safest, internationally standard place where you can visit, and of course travel without any restrictions, because we have been recently removed from various countries who have removed Pakistan, traveled from Pakistan to not only white list but green and red list. And of course, what we taking the opportunity of this entire international forum, especially Shanghai Cooperation Organization, where countries are coming together and building up. What my suggestion would be to continuously having these kind of discussions to build hospitality industry, trainings for the people who are building cross-cultural understanding, and of course taking the opportunity of Center for Public Diplomacy, and of course this specified University of Tourism is that this should be a cross understanding of how to build this tourism and hospitality way. I think it's very important that this university can have collaboration with Pakistani universities, because there are a lot of interest of the young people to be into that industry as well, and training is very important. So why not we can collaborate and build a proposal of joint collaboration of not only Pakistan and also Pakistan, of course, through the forum of framework of Shanghai Cooperation Organization. We can build this industry together through training and having upbeat professional level of engagement.
And of course, there are a lot of insight coming from Pakistan. We have a great stride for the industry. We have a stride on hospitality industry as well, trained international standard hotels that you see, including Selina, Marriott, and many others. And of course, there are local hotel chains also, not only in Pakistan, across Pakistan, we have seen that. So this stride industry, we really need to build togetherness and understanding, and of course, through training and education linkages, we can build our collaboration further through the framework of the Shanghai Cooperation Organization. Thank you so much for giving me the opportunity, and I hope that we can continue having these kind of forums and discussion in the future. And I'm all on the time limit. Thank you so much, Dr. Thank you so much. I would really to show my gratitude on behalf of our university, on behalf of the government of the Republic of Uzbekistan, for your fantastic speech, for the vision of the Republic of Pakistan. I wanted to underline that we also work very closely with Pakistan, with His Excellency Mr. Saeed Ali, Ambassador in Uzbekistan. We also met and we're greeting here His Excellency Prime Minister of Pakistan during his visit to Uzbekistan. Thank you very much for keeping the time. That was so important, and thank you so much for your fantastic speech. Огромное спасибо госпоже Фахатасир за ее прекрасную речь, за ее доклад, особенно за соблюдение регламента, ровно 10 минут. Благодарю. Хотелось бы отметить, что мы также хотелось добавить, к спикерам Индии и Пакистана, на самом деле очень интересные предложения были выдвинуты, да. Хотелось бы отметить, что Самарканд сейчас тоже претендует стать одним из объектов, городов с развитым медицинским туризмом. Как вы знаете, у нас сейчас строятся 4 гостиницы для развития медицинского туризма. Это один отель «Детокс», один для сердечно-сосудистых заболеваний, один для спины и суставов и один для респираторных, именно лечения респираторных заболеваний после ковида, после ковида, Хотела сказать еще раз большое спасибо всем спикерам и передать следующее слово госпоже Ширин Ахмаджановне Ходжаевой, эксперту Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Тема доклада «Инвестиция как основа восстановления туризма». Хотела бы еще раз напомнить, дорогие коллеги, о регламенте не более 10 минут. Большое спасибо. Уважаемая Ширин Ахмаджановна, вам слово. Благодарю за предоставленное слово. Уважаемые дамы и господа, участники сегодняшней конференции, прежде всего позвольте поблагодарить организаторов за приглашение и хотела бы поприветствовать всех участников на сегодняшней конференции «Проблемы и перспективы развития туризма в странах ШОС». В связи с тем, что мы не отправляли текст выступления заблаговременно, для облегчения работы переводчика и лучшего понимания, с вашего позволения могу быть на Dear ladies and gentlemen, participants of today's conference, first of all, let me thank the organizers for the invitation and would like to welcome all participants for today's conference, Problems and Prospects of Tourism Development in SCO countries. К сожалению, в последнее время нам приходится встречаться в формате видеоконференции с учетом всех непростых обстоятельств, с которыми мы все столкнулись и находимся из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Unfortunately, recently we have to meet in the format on the video conference due to the difficult circumstances in which we are still in because of the pandemic. Следует отметить, что сейчас весь мир столкнулся с тяжелыми последствиями влияния пандемии на все сферы деятельности человека. По оценкам экспертов Всемирной туристической организации, конференция ООН по торговле и развитию одной из наиболее пострадавших отраслей экономики стала туристическая, а также тесно связанный с ней гостиничный, ресторанный бизнес, индустрия досуга, перевозки всех типов и прочее. It should be noted that now the whole world is facing the dire circumstances and consequences of the impact of the pandemic on all spheres of human activity. According to experts from the World Tourism Organization, the UN Conference on Trade and Development, one of the most affected sectors of the economy has been the tourism industry, as well as the closely related hotel, restaurant business, leisure industry, transportation of all types, and etc.
15 июля 2021 года в городе Душанбе, Республики Таджикистан, состоялась встреча руководителей туристических администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. On July 15, 2020, in the city of Dushanbe, Republic of Tajikistan, a meeting of the heads of tourism administration of Shanghai Cooperation Organization member states was held. Главы делегации подписали план совместных действий по новых условиях по реализации программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2022-2023 года. The head of delegation signed a joint action plan in the new conditions of the implementation of the program for the development of cooperation of the SCO member states in the sphere of tourism for 2022-2023. Главы делегации отметили, что реализация программы позволит привлечь государства-члены ШОС дополнительные туристические потоки, улучшит экономическое положение стран, создаст новые рабочие места, расширит рынок для реализации местных продуктов, создаст условия для привлечения инвестиций, позволит возродить культуру и традиции народов, углубит культурные и экономические связи между государствами, улучшит состояние инженерной и транспортной инфраструктуры региона. The heads of delegations noted that the implementation of the program will attract additional tourist flows for the SCO member states, improve the economic situation of the countries, create new jobs, opportunities, expand the market for the sale of local products, create consumption of the attracting investment, will allow to receive the culture and traditional of the people and deepen the cultural and economic relationship between states. And this will improve the state of the engineering and transport infrastructure of the regions. Потенциал развития туризма между странами ШОС является весьма значительным. В число памятников материального и нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО включены 143 объекта от государств-членов ШОС. The potential for tourism development between the SCO countries is very significant. 143 objects from the SCO member states are included in the list of the monuments of the intangible world heritage of UNESCO. В этой связи считается целесообразным в Узбекистане презентовать девятое чудо света Ирана как наследие государства-члена ШОС. Проект «8 чудес света», который представляет собой серию тематических презентаций, инициированных секретариатом ШОС на туристическую тему, и первая его презентация состоялась в 2019 году, цель которой посредством презентации национальных чудес света всех 8 государств-членов ШОС широко представить туристические ресурсы и проекты, культурно-творческие продукты и туристические особенности наших стран. In this regard, it is considered appropriate in Uzbekistan to present the 9th wonder of the world of Iran as a legacy of the SCO member state, the 8th wonder of initiated by the SCO Secretariat on Tourism. Повторю, 28 мая 2021 года состоялась международная конференция по развитию туризма на пространстве ШОС в условиях пандемии, где была проведена интерактивная экскурсия по локациям туристического проекта «8 чудес света» ШОС. С 2018 года члены Совета развивают цифровую платформу ШОС в области культуры и туризма. Эта платформа называется Joint Pro. On May 28, 2021, an international conference on tourism development in the space of Shanghai Cooperation Organization in a pandemic was held, where an interactive tour of the locations of the 8 wonders of SCO countries tourism project was held. Since 2018, members of Council have been developing the SCO digital platform in the field of culture and tourism. This platform calls Joint Pro. Предоставление бесконтактных услуг, таких как виртуальные туры, облачные выставки и другие, позволят снизить эксплуатационные расходы, расширить туристический опыт и укрепить способность предоставлять качественное обслуживание и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как вспышки эпидемии. Важно, что с помощью подобных инноваций можно будет создать новую и качественную туристическую среду и повысить новый уровень развития туристических объектов в наших странах. Providing contactless,
services such as virtual tours, cloud exhibitions, and others can reduce operating costs, enhance travel experiences, and strengthen the ability to deliver quality service and respond in timely manner to emergencies such as outbreaks. It is important that with the help of such innovations, it will be possible to create a new and high-quality tourism environment and increase the overall level of the development of tourism facilities in our country. Узбекистан, в частности, Министерство инвестиций и внешней торговли, уже начал подготовку к ШОС 2021-2022 года. В рамках председательства Узбекистана ШОС мы планируем проведение международных туристических выставок, ярмарок и иных мероприятий, которые будут способствовать развитию туристической сферы не только в Узбекистане, но и во всем регионе ШОС. Мы выражаем надежду, что эти мероприятия внесут важную лепту в скорейшее восстановление туризма, повышение благосостояния и уровня жизни людей, которые заняты в туристической отрасли. Uzbekistan, in particular, MIFT, has already begun preparation for the SCO 2021-2022. As part of Uzbekistan's chairmanship in SCO, we plan to hold international tourist exhibitions, fairs, and other events that will contribute to the development of the tourism sector, not only in Uzbekistan, but all over the SCO region. We express the hope that these events will make the important contribution to the early recovery of the tourism, improving the well-being and living standards of the people who are employed in touristic industry. Пользуясь случаем, позвольте пригласить вас в наш солнечный Узбекистан. Мы уверены, что обмен опытом в рамках сегодняшней конференции даст нам возможность эффективного восстановления туристической отрасли наших государств, а также поможет в дальнейшем сформировать интегрированные действия, на которые мы можем будет опираться в будущем. Желаю всем здоровья и плодотворной работы. Taking this opportunity, let me invite you to Sunny Uzbekistan. I'm sure that the exchange of experience within the framework of today's conference will give us the opportunity to effectively restore the tourism industry of our state, as well as help in the future to form anti-crisis actions that can be relied on in the future. I wish you all health and fruitful work. Thank you for your attention. Dear Shirin Ahmadjanova, thank you so much for your fruitful, precise and very detailed speech. Уважаемая Ширин Ахмаджанова, хотелось бы поблагодарить вас за очень насыщенную, грамотную презентацию позиции Республики Узбекистан в рамках ШОС и выразить наше почтение уважаемому заместителю премьер-министра, министру инвестиций и внешней торговли Садору Камовичу Мурзакову за тоже поддержку инициатив наших совместных. Большое вам спасибо за прекрасную речь и за соблюдение регламента. Хотела бы передать следующее слово представителю из Российской Федерации, госпоже Нуровой Лилии Харитовне, директору информационно-тренингового центра профессиональных кадров, представителю Международного энергоастрономического центра, общественному представителю по туризму, агентства стратегических инициатив Российской Федерации. Уважаемая Лилия Харитовна, здравствуйте. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вначале поздравить всех с Международным днем туризма. Мы сейчас переживаем непростые времена в области в сфере гостеприимства, но туризм объединяет, и я думаю, что буквально в ближайшее время мы восстановимся и откроем новые границы для нас, для того, чтобы наши граждане путешествовали по всему миру и узнавали новые регионы. Пандемия показала нам, насколько многогранна отрасль туризма, и сейчас больше внимания на нее уделили во всех странах. Я прошу прощения, могу уточнить, перевод будет или можно говорить на русском? Я думаю, можно продолжать на русском языке, а мы отдельно сделаем тезисы нашей сегодняшней конференции и отправим всем участникам. Спасибо большое, Лилия. Россия всех гостеприимства получила большую государственную поддержку в рамках пандемии, и были запущены новые чартерные программы региона России. Люди стали больше путешествовать по родному краю и открывать новые места. Организация гостеприимства
Сегодня много слов о витках выразительных. В условиях пандемии с сложностями развития нашей сферы. Мне хотелось бы немножечко шире раскрыть свою тему и сказать не только о художественных промыслах, но также и добавить немного о гастрономии. Промыслы — это фотографационное образие, традиции, историю. А гастрономия — это то, что мы всегда запоминаем. Путешествуя, человек всегда попробует кухню того места, где он был. И, конечно же, возвращаясь домой, он привезет с собой сувениры. Это изделия наших местных, независимо от того, в какой стране путешествует человек. И, конечно же, свои эмоции от еды, от того, что его впечатлило. Буквально на днях в России прошел фестиваль. Была презентована культура того региона. Лилия Фаридовна, я прошу прощения, прерывается немного, плохо слышно вас. Которые живут на территории Бурятии. В Калужской области, к примеру, у нас прошел гастрокемп, в рамках которого шеф-повара изучали историю, культуру региона и после этого продумали меню, уже адаптированное к современности. Гастрономия, и как уже было сегодня сказано ни одним спикером, можно ее рассчитывать как мягкой силой, такой народной дипломатии развития и продвижения страны. Она привлекает и оставляет неизгладимое впечатление в умах и каждого человека, путешествующего по тому или иному региону нашей большой планеты. Возможно, как одним из предложений было бы, наверное, проведение таких перекрестных мероприятий не только в рамках крупных форумов ШОС и ГИКС, которые проводятся периодически, но более уже именно с упором на гостеприимство, с гастрономический ужин, например. И это не только ужин блюда, но это еще и привлечение тех же ремесленников, людей, которые изучают и знают культуру своего региона. То есть это уже превращается в некое такое погружение полностью в ту страну, которая презентует себя. Интерес очень большой у всех людей. Сейчас большей части туристов не хочется просто лежать в отеле, им хочется узнавать все новое, открывать для себя. И через руки, это через мастер-классы по тому или иному ремеслу, через вкус, кухню, через эмоции от музыки, от танцев, больше и больше влюбляться в тот или иной регион. Я не хочу задерживать много внимания, просто хотелось бы пожелать нам всем с вами больше путешествовать, больше влюбляться и больше дарить эмоции в нашей прекрасной сфере людям и туристам, посещающим наши страны. Благодарю за внимание и благодарю организаторам за такую прекрасную конференцию. Благодарю. Спасибо огромное, уважаемая Лилия Фаридовна. Благодарю вас за ваше предложение. Большое вам спасибо. Хотелось бы также отметить, на самом деле, если говорить о гастрономическом туризме, ни для кого не секрет, что Узбекистан славится своей гастрономией по всему миру. Согласно опросу туристов, да, ежегодному, и вообще по публикациям и на Guardian, и на Wall Street Journal, туристы регулярно отмечают важность блюд Республики Узбекистан как прецедента возвращения туристов в страну. То есть туристы возвращаются сюда для того, чтобы попробовать снова наш самый вкусный плов в мире. Следующее слово мне бы хотелось передать заместителю исполнительного директора Кыргызской ассоциации туроператоров, представителю Республики Кыргызстан, с докладом о регулировании безопасности туризма, национальный и региональный уровни, международный опыт по разработке мер безопасности туризма. Добрый день, я извиняюсь, у нас немножко другая тема была, интеграция. Мы извиняемся. Я прошу прощения, ничего страшного. Тогда зачитайте, пожалуйста, свою тему, вам слово, ваши рекламы, действия. Большое спасибо.
Уважаемые участники конференции, позвольте поприветствовать вас от лица Кыргызской ассоциации туроператоров и выразить, конечно же, благодарность Центру народной дипломатии ШОС в Узбекистане, а также Международному университету туризма «Шелковый путь» за предоставленную площадку для обсуждения такого важного направления, как туризм. Для информации скажу, что Кыргызская ассоциация туроператоров является одной из крупных ассоциаций представителей туристской индустрии, целью которой является эффективное взаимодействие туристского бизнеса. В русле интеграции Кыргызстан в настоящее время параллельно принимает такие меры, как проведение событийных мероприятий, как всемирные игры кочевников, популяризирует спорт, принимает законы, как введение безвизового режима для стран. В общем, такие у нас меры принимаются. Вот. Time for translation, no? I think that we would not probably translate, we would make a summary of today's conference and send the thesis book to all the participants in order to make it easier to listen to all of us, okay? Я думаю, перевод мы просто позже сделаем как тезис. Хорошо, спасибо. Буду кратко, просто скажу, что учитывая, что туристы заинтересованы ознакомиться с традицией и культурой всех стран Азии, на сегодняшний день мы видим, что актуально интегрированным продуктом являются туры по шелковому пути с ее уникальным маршрутом. Вот. Мы считаем, что необходимо продвигать данный интегрированный продукт на глобальном туристском рынке с конкурентным преимуществом, вместе осваивая принципы устойчивого туризма. Вот. Для дальнейшего повышения имиджа мы думаем, что нужно повысить качество услуг, улучшить инфраструктуру, включающую удобство дорог, подъездных и железнодорожных путей, развитие пассажирских перевозок, увеличение авиасообщения через Владивосток и так далее. Положительным примером в этом направлении может послужить запуск пассажирного поезда на период купального сезона Ташкент-Стокгольм-Ташкент. Вот. Немаловажной задачей нынешних реалиях стоит взаимное признание паспортов и сертификатов о вакцинации. Вот самая настоящая на сегодняшний день проблема стоит в сфере туризма, что позволит туристам беспрепятственно путешествовать вообще в странах ШОС и Центральной Азии. Вот. Спасибо за внимание. Огромное спасибо вам за вашу презентацию. Большое спасибо Республике Кыргызстан за активное участие, за отношения, за политические и стратегически важные взаимоколлаборации. Хотелось бы передать следующее слово профессору нашего университета, господину Джозефу Хоффману, с докладом по стратегическому изменению в сфере туризма и гостеприимства. The next speech I wanted to give to the professor of our university, our provost, vice director for academic affairs, to share his vision to the new tourism in the Republic of Uzbekistan, reminding the time limit is 10 minutes. Dear Joseph, floor is yours. While Joseph is coming here, I wanted to express my gratitude to all the participants of the conference for your today's contribution. The floor. Good afternoon, everyone. I trust you're all quite hungry, but I will keep my remarks to 5.7 minutes. I have time limit. As I understand, the topic of the conference today has to do with strategies in tourism. Because I am an historian and an archaeologist by training, I thought it might be useful to take us back in time, because that's what historians like to do, to the year 1962, and some of you were not born, and others of us were,
And in 1962, an American philosopher and scientist by the name of Thomas Kuhn, K-U-H-N, wrote a book called The Structure of Scientific Revolutions, which some of you have read and some of you might enjoy reading one day. The Structure of Scientific Revolutions had a very simple premise. It is, or was, that there are certain events throughout history that strategically change the nature and course of history. And I think that he was absolutely right about that, and also right in the sense that things have happened in relatively recent history that have changed the strategic course of travel and tourism. So what I would like to do is mention 5 of those things to you to think about, to reflect on, as I have been reflecting on them for the past several months, since it's been my privilege and pleasure to be the vice rector of this new and exciting tourism university, named after that great historical epoch called the Silk Road. Most of us know, for example, that tourism doesn't begin as tourism, and tourism doesn't begin as travel, but tourism actually begins as something called pilgrimage. And when you hear this word, you're likely to think of religion. You're likely to think of the mosque, the church, the synagogue, or other religious traditions which have encouraged the believers in that faith to travel to places of extreme or significant importance in terms of the way the faith developed. We think of Mecca, we think of Rome, we think of Jerusalem, we think of the classic cities of the Abrahamic tradition. So long before there was anything like a developed tourism, pilgrims would walk, they would run, they would travel in caravans. Later on, they would be carried themselves in various ways, and still later, they would be flown to these religious sites, which are still in existence and still well attended. But pilgrimage was fundamentally different, because when you think of pilgrimage, you think of something like spirituality, you think of inner needs, you think of things that people believe in, and things that people want to see because it is emotionally and in some other sense significant for them to be there, where famous people, prophets, seers, holy people have lived and done their work. Pilgrimage was the beginning, however, of a tradition of travel that later turned into something less religious, less spiritual, and perhaps more pleasurable, and that is something we call excursions. So let's make paradigm shift number 2, the excursion. Where did these start? And the answer is, they started during the Middle Ages as a continuation of pilgrimage, and 400 years later, they became simple trips to destinations which were interesting in themselves. 400 years separates the pilgrimage era from 1809. In 1809, a guy was born in London by the name, and I hope you know his name, of Thomas Cook. He would later become the patron and the founder of an organization, a company, which after various attempts at restructuring failed a few years ago, called Thomas Cook and Sons. I won't ask you to see hands of how many of you remember Thomas Cook and Sons, but Thomas Cook was the, there we are, look at this, great. You've done the homework I never assigned, but Thomas Cook actually began the tradition of taking people on trips for pleasure. And after that, something happened to the excursion, which becomes paradigm shift number 3. Something, actually something from which we get the word tourist. Thomas Cook and Sons devised something called the tour. So you want to go to Canterbury, so you want to go to Paris, so you want to go to London, and later on by ship, if you can afford it, you want to go to New York. Don't worry, we'll get you there. We'll get you there by boat, we'll get you there by rail,
relatively new in the 19th century, and eventually in the 20th and 21st century, we'll get you there by air. Not only that, right? Not only that, but we'll take care of the transportation, we'll take care of the hotel, we'll take care of the meals. You just sit back and relax. Relaxation is something which is unknown during the pilgrimage period and even during the excursion period, but certainly by the 19th century, tours were a way of seeing things that were interesting, exciting, stimulating, and pleasurable. So, tours. And then package tours, paradigm shift number 4. Paradigm shift number 4. This introduces the element of competition into the industry, which means there is not now just Thomas Cook, that there are many, many other big names, corporate names involved in the tourist trade. And some of these names are not named after fathers and sons. Thomas Cook's sons carried on his trade a few years after he died, and it continued even until 2007, I believe, before the company went into bankruptcy. But in any event, package tours were a fundamentally new idea where one price suited everything. Right? You paid a certain price, you were guaranteed the most economical rate. Searches could now be done on the internet to find out the cheapest and best hotel for your price range. The tourist became a kind of boss in the process instead of simply a consumer, which leads us more or less directly to the last of the paradigm shifts that I've been talking about, and that is convenience. I think we all know that pilgrimage was not convenient. It was hard, it was grueling, the roads were rough, the transportation was poor, there were thieves along the way. But certainly by the late 20th century, those things had been dealt with more or less successfully. Now tourism was a way of seeing anywhere in the world you wanted to see, to go anywhere in the world you wanted to go. And those places could still be Jerusalem. Those places could be Istanbul. Those places could be cities which are famous for their cuisine and famous for their entertainment and famous for their parks and famous for all kinds of things that people are interested in seeing and doing. But now the emphasis is really on how we get you there for the least amount of money for the maximum benefit. In the United States and most of the rest of the English-speaking world, this is called getting more bang for your buck. Another phrase you should remember, right? So that's it. In 5.7 minutes or something like that, that's the history of the strategic shifts in the tourist industry. And that is all in an afternoon an historian can contribute to this absolutely vital and wonderful discussion about the status and strategic shifts in the tourist industry. Thank you very much. Thank you very much, dear Georgia, for your two slides, like 1, 2, 3, 4, 5, strategic information about what we have to do in order to boost our potential. So the next speech, большое спасибо уважаемому Джозефу за его точную, конкретную, грамотную, красивую презентацию, видение, да? Следующее слово мне хотелось бы передать госпоже Султановой Этибор Сыдыковне, профессору Университета мировой экономики и дипломатии, доктору политологических наук. Доклад на тему реализация культурно-просветительского потенциала стран ШОС как важный вектор деятельности Института народной дипломатии. Уважаемая Этибор Сыдыковна, вам слово. Напоминаю про регламент, 10 минут. Большое спасибо. Этибор Сыдыковна. Микрофон, я прошу прощения, у вас, оказывается, микрофон отключен, поэтому вас не слышно. Мы вас только видим. Ага. Все, да? Все, да, видим, да? Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники столь очень интересной международной конференции, которая организована Центром народной дипломатии совместно
с Международным университетом туризма. Действительно, сегодня мы затронули очень важные проблемы, связанные с дальнейшим развитием и туристической сферы, и, соответственно, народной дипломатии. Мне бы хотелось высказать свою точку зрения о значимости в развитии народной дипломатии посредством культурно-просветительской деятельности. Вы знаете, в этом плане мне бы очень хотелось сказать, что в условиях пандемии как никогда важны чисто человеческие отношения. И эти человеческие отношения, они могут быть при важных таких механизмах, как пропаганда культуры, науки и туризма. И в этом плане мне бы хотелось вспомнить слова великих мыслителей нашего Востока, которые говорили, что самое большое богатство – это разум и наука. И самое большое наследство – хорошее воспитание. Самая большая нищета – отсутствие знаний. То есть, когда мы с вами говорим о том, что сегодня как никогда нам необходимо обращать внимание на культурно-просветительскую деятельность, мы имеем в виду, тем больше будет контактов между странами ШОС, именно в получении информации друг о друге, тем больше у нас будет взаимопонимание. Достаточно сказать, что на современном этапе мы говорим о такой интеллектуальной сокровищнице мыслей, как представители первого и второго Ренессанса, как Мухаммад Фараби, Аль-Хорезми, Ибн Сина. И, соответственно, мы говорим о том, что тем больше мы будем изучать научное достояние, тем больше мы будем приближаться. Достаточно приближаться друг к другу. Достаточно сказать, что еще в X веке Абу-Наср Фараби, он говорил о том, что человек сам создает свою судьбу, и в достижении его благополучия особое место занимает наука. И мы говорим о том, что еще в те годы он смог сделать классификацию 30 наук. Он дал понимание 18 измерений Вселенной, хотя современная наука располагает знаниями только 11 измерений. Или если мы говорим о Абу-Райхане Беруни, который смог именно за много веков до Чарльза Дарвина выдвинуть гипотезу об эволюционном развитии природы. Дал анализ 150 видов минералов и металлов. Или наш великий Абу-Али Ибн Сина, который за 6 веков до Декарта сказал: «Я мысль, значит существую». И мы говорим о том, что за 8 веков до Пастера он выдвинул гипотезу о вирусах, которые живут в воде и воздухе. То есть, когда мы с вами говорим о наших представителях первого и второго Ренессанса, а именно представителем второго Ренессанса является великий Амир Тимур, создатель централизованного государства, на стороне которых и происходит эта прекрасная конференция. Или же мы говорим о внуке Амира Тимура Захириддине Бабуны, который смог в дальнейшем развить идеи своего дедушки на территории Индии. То есть мы говорим о том, что в настоящее время очень важное значение имеет в развитии туристической сферы, развитии народной дипломатии именно знание народов друг о друге. И, соответственно, мне бы хотелось обратить ваше внимание на последние мероприятия стран ШОС. В частности, мы говорим о том, что в мае этого года в режиме видеоконференции состоялась международная конференция по развитию туризма на пространстве ШОС, которая была организована секретариатом ШОС и секретариатом по поддержке молодежной платформы Solar Network. Или же вот мы говорим о том, что в июне в Ухане по случаю 20-й годовщины создания Шанхайской организации сотрудничества состоялся форум народной дипломатии ШОС, который как раз-таки поднял возможность и необходимость открытия в городе Ухане экспо-парка дружбы ШОС. Ну и, соответственно, это было предложено и другим государствам открывать подобные парки. Или же вот мы говорим о том, что в Душанбе в формате очной и видеоконференции
был проведен очень большой форум, который объединял туристические администрации государств-членов ШОС. Мы говорим о том, что и в июне 2021 года в Душанбе прошел очень большой форум, туристический форум ШОС. Важное значение имело то, что у нас и в июле 2021 года прошла именно такая очень интересная встреча, организованная Центральной академией подготовки кадров в сфере культуры и туризма при Министерстве культуры и туризма Китая. Важное значение имело и то, что мы все с вами явились свидетелями председательства Душанбе именно ШОС, когда был принят гимн и декларация ШОС. Это имеет очень важное значение. И мы говорим о том, что сегодня мы с вами, когда уже Узбекистан принял председательство, мы говорим о том, что мы привержены идеалам Душанбинской декларации ШОС, где, в частности, особое значение уделяется тому, что нужно осуществлять уважение, право на выбор политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства. Мы говорим о том, что действительно культурное сотрудничество в рамках ШОС имеет очень важное значение для взаимоотношений между государствами. И, конечно же, когда мы сегодня говорим о том, что государства, члены ШОС должны стремиться к дальнейшему расширению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, мы говорим о том, что главная задача – это всяческое содействие изучению народами культуры друг друга. И, конечно же, когда мы говорим о том, что существует, вот, кстати говоря, очень хорошо было сказано о туроператорах, о том, что тем больше у нас будет содействие установления прямых контактов между предприятиями туристической индустрии различных стран, тем больше мы будем содействовать профессиональному образованию в области туризма. Конечно же, мы будем способствовать тому, что будем продвигать сотрудничество в области уже умного туризма. И, конечно же, когда мы с вами говорим о том, что нам необходимо сегодня как никогда обращать внимание на содействие дальнейшему развитию государств в сфере образования, мы говорим о том, что да, сегодня культурно-просветительский туризм – это важная форма осуществления народной дипломатии. Именно она способствует распространению и знаний, и, соответственно, воспитанию толерантных отношений между народами и странами, созданию объективных условий для развития идей дружбы и сотрудничества. Огромное спасибо за внимание. Уважаемая Тибор Сидоровна, огромное вам спасибо. Безусловно, я думаю, каждый из нас, присутствующий здесь, понимает, насколько важную роль играет культурно-образовательная интеграция, особенно между странами Шанхайской организации сотрудничества. Спасибо вам за прекрасный доклад и также выражаем почтение вашему университету за постоянную поддержку, за совместные конференции и за прекрасные, интересные научные темы. Последние два доклада у нас очень интересные, мы их специально оставили на самое окончание нашей сегодняшней конференции. Это доклад хотела бы передать слово уважаемому Булату Атажановичу Светогбарову, начальнику отдела прессы и протокола Центра народной дипломатии ШОС Республики Узбекистан на тему пространства народной дипломатии, значение межгосударственного взаимодействия и общения народов в развитии туризма. Уважаемый Булат Атажанович, слово вам. Напоминаю, по регламенту 10 минут. Спасибо. Спасибо, уважаемые участники конференции. Я решил сократить свое выступление, потому что наши эксперты нашей конференции и партнеры довольно подробно остановились на механизмах реализации туристического потенциала, развития туризма в пандемический период. Поэтому я хотел бы сказать
рассказать о некоторых инициативах и проектах нашего Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Так или иначе, коротко, наш директор Павлуджан Касымович рассказал вам о нашей деятельности. Также у вас есть раздаточные материалы. Поэтому я остановлюсь на тех проектах, которые были инициированы нашим центром. В соответствии с дорожной картой по организации деятельности нашего центра с 2019 года прорабатывается вопрос создания аллеи ШОС в одном из парков города Ташкента. Этот проект вполне возможно воплотить и в Самарканде, то есть в одном из парков Самарканда. Реализация данного проекта будет направлена на сближение народов, стран, организации, а также ознакомить широкую общественность с богатой историей и культурным наследием стран ШОС. Посредством экспозиции памятников выдающихся деятелей истории, культуры, искусства, а также макетов знаменитых архитектурных памятников стран ШОС. В целях наполнения содержательной части председательства Узбекистана Шанхайской организации сотрудничества в 2021-2022 годах, также для привлечения большого количества туристов не только из стран Шанхайской организации сотрудничества, но и из других регионов мира, было бы целесообразно скорейшая реализация данного проекта. Следующее, о чем я хочу сказать, в государственной программе на этот год особо перспективным направлением признан паломнический туризм, то есть большое количество мусульманских святынь, а также памятников иудаизма, буддизма, находящихся на территории нашей страны, позволяет привлечь до 700 тысяч паломников и обеспечить экспорт на сумму более чем 130 миллионов долларов. И поэтому в этом плане наш центр совместно с Министерством туризма и спорта через дипломатические представители стран за рубежом могут задействовать рычаги народной дипломатии. То есть у нас имеется опыт в приеме гостей, поэтому мы могли бы совместно с министерством предоставить интересную, увлекательную программу по местам мусульманских святынь. В связи с этим еще один момент я хотел бы отметить о необходимости эффективного использования электронных и печатных СМИ в различных видах новых интернет-медиа. И вот наши партнеры как раз предложили очень интересную инициативу, интересный проект по информационно-ресурсному центру. И мне кажется, это именно своего рода туристическая навигация, которая она очень имеет большое значение для создания более комфортной туристической информационной среды в регионах Шанхайской организации сотрудничества. В настоящее время в государствах ШОС наряду с работой по сохранению исторического культурного наследия ведется активная деятельность по возрождению интенсивных культурных контактов между нашими странами. И центр, в свою очередь, наш центр ШОС, также проводит активную работу в этом направлении. Например, совместно с Академией художеств Узбекистана был проведен конкурс среди профильных учебных заведений республики на тему «Всемирное наследие стран ШОС глазами творческой молодежи Узбекистана». Но это стало своего рода уже традицией, потому что уже каждый год, трижды на это время центром организована онлайн-выставка как детских рисунков, так и творческих работ более старшего поколения. А основная часть, цель данного проекта – это посредством презентации национальных чудес культурного наследия стран ШОС широко представить туристические ресурсы, проекты, культурно-творческие продукты и
туристических особенностей стран ШОС. Хотел бы отметить, что это всего лишь малая часть мероприятий из большого списка проектов, которые направлены на дальнейшее расширение культурно-гуманитарных связей между странами ШОС, установление дружеских контактов между различными зарубежными институтами. Уважаемые участники конференции, на Душанбинском саммите Совета глав государств ШОС Республики Узбекистан обозначила приоритеты и задачи совместной работы в организации, где положительно подчеркнуты достижения народной дипломатии, а также заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества между регионами наших стран, проведение совместных культурных, научно-образовательных, спортивных и других мероприятий. Также Узбекистану внесено предложение о подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве наших стран в области туризма. То есть данные инициативы, они созвучны целям и задачам Центра народной дипломатии ШОС Узбекистана. Последнее, что я хотел сказать, наш Центр народной дипломатии ШОС Узбекистана своей деятельностью нацелен на приверженность принципам шанхайского духа и продолжение долгосрочного курса ШОС на дальнейшее укрепление дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества. Мы готовы и в дальнейшем продолжать совместную работу по реализации совместных проектов с партнерами и различными организациями по развитию культурно-гуманитарных связей, расширению связей в сферах культуры, туризма и образования. Спасибо за внимание. Уважаемый Булат Кажанович, огромное вам спасибо за такой интересный, содержательный доклад. Дорогие коллеги, уважаемые участники конференции, как вы знаете, Республика Узбекистан является кладезью, архитектурной кладезью объектов культурного наследия, материального и нематериального наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы попросили выступить со специальным докладом уважаемого господина Алибека Расулова, главного специалиста управления особо охраняемых территорий и охраны объектов всемирного наследия, агентства культурного наследия для наследственного Республики Узбекистан. Уважаемый господин Расулов, вам слово. Напоминаю про регламент, 10 минут. Большое спасибо. Спасибо за слово. Я бы хотел быть краток. Основная цель российского туризма в регионах – это развитие и сохранение объектов культурного наследия, а также музеев и развитие потенциала. В этой связи участие ЮНЕСКО в этих мероприятиях очень важно. Проведение крупных международных мероприятий в Узбекистане, сотрудничество с ЮНЕСКО входит в их число. В частности, в 2019 году проводится международная конференция по теме сохранения материального и нематериального наследия, актуальных проблем и стратегии их решения по инициативе президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзияева. По гибели ЮНЕСКо впервые не только в Узбекистане, но и в целом в регионе Центральной Азии. В работе конференции принимал участие генеральный директор ЮНЕСКо Утырял Зуле, руководство Центра всемирного наследия, члены комитета всемирного наследия, министры культуры ряд стран, эксперты ИКОМОС, ученые, исследователи историко-культурного наследия Центральной Азии, а также реставраторы и известные директоры музеев зарубежных стран. Целью и задачей конференции было продвижение принципа ЮНЕСКО по охране материального культурного наследия и сохранению нематериального культурного наследия, а также обмен опытом различных стран в сохранении и популяризации историко-культурного наследия на современном этапе, а также совершенствование системы сохранения историко-культурного наследия на современном этапе. Разработка руководящих принципов в отношении использования объектов культурного наследия в условиях развития цифровой экономики. Также совместно с ЮНЕСКО 14-15 сентября текущего года в городе Киве совместно с ЮНЕСКО проводился международный культурный форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций». Форум призван собрать вместе местных и государственных деятелей со всего региона, чтобы обсудить региональные проблемы и решить их посредством эффективного сотрудничества. Сегодня совместно с ЮНЕСКО, с экспертами ИКОМОС готовится номинация «Шелковый путь за Равшан-Каракумский коридор». В целях подготовки к ШОС в 2020
в этом году по согласованию с ЮНЕСКО планируется реставрация объектов, расположенных на территории объектов Самаркандских плюс культур. Уважаемые участники конференции, это не случайно, чтобы на следующем году будет проводиться в Самарканде событие ШОС. Основной исторический памятник города Самарканда и глубокой истории. Это такие как Исташек, Бегетаны, Мавзолей Тимура, общественного полувека. А вот комплекс объективно показывает, что этот город имеет богатое культурно-историческое наследие. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин Расулов, за ваш содержательный доклад. Дорогие коллеги, как вы знаете, буквально недавно, 2 недели назад, всемирной сетью ЮНЕСКО Нижнеамударинский биосферный резерват, расположенный в территории Казахстана, ранее известный как заповедник Бадай-Тугай, был также внесен во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, что является большой отработкой с узбекской стороны, я думаю. Прежде всего, дорогие коллеги, хотелось бы еще раз поблагодарить вас за участие в сегодняшней конференции. На самом деле она несет очень стратегически важный характер. И я более чем уверена, что все мы получили определенную информацию в ходе сегодняшнего мероприятия. Департамент Шанхайской организации сотрудничества, департамент ШОС нашего университета подготовит полный протокол, книгу тезисов и всю необходимую информацию о сегодняшней конференции и распространить ее до конца этой недели между всеми участниками сегодняшней конференции. Для заключения сегодняшней конференции мне бы хотелось передать слово уважаемому Кабужону Касимовичу. Спасибо, долго времени отнимать не буду, всем хочется кушать, поспать. Спасибо всем, что дотерпели до конца нашей конференции. Я бы в серединке хотел взбодрить вас, но не стал прерывать наших докладчиков. Спасибо большое. Идея вообще сегодняшней конференции – это выработка предложений. На самом деле, как вот посидели, поговорили, каждый рассказал себе, что у них в стране делается, а выработка предложений, рекомендаций. У меня есть предложение. Вот, так как мы находимся в университете, здесь большинство студентов, давайте подготовим конкурс, проведем конкурс на лучшую научную статью о проблемах и перспективах развития туризма в странах ШОС, может быть, в период пандемии или постпандемический период. Мы можем охватить другие государства, так как с нами сейчас на связи наши партнеры в Пакистане, в Индии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Так что я думаю, они поддержат эту инициативу. И самую лучшую работу, научную работу мы можем поощрить. Мы можем даже вовлечь в это дело секретаря ШОС, так как сейчас там находится пока наш соотечественник Владимир Иванович Норов. Я думаю, он такие идеи поддерживает, всегда за такие предложения. Так что давайте, если у вас будут какие-то другие предложения, рекомендации, пожалуйста, обращайтесь ко мне, Ташкент, Центр народной дипломатии. Мы должны воспользоваться хорошей возможностью, так как Узбекистан в течение года будет председательствовать в рамках такой авторитетной организации, как ШОС. Так что спасибо вам всем, успехов вам, будем на связи, будем проводить такие мероприятия почаще, я думаю. Если какие-то будут новые предложения, мы всегда готовы вас послушать. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый Кабужон Касимович. От стороны нашего университета мы также хотели поблагодарить Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане за шикарную совместную работу, за проведение данного мероприятия. Хотелось бы отметить, что с нашей стороны мы также хотели бы инициировать образовательный форум в рамках подготовки к шоу, содействовать, предоставить площадку для проведения данного мероприятия. В течение, даже думаю, этого года можно будет организовать данное мероприятие с привлечением самых лучших школьников Республики Узбекистан, с привлечением студентов. Однозначно написание научной статьи, я думаю, это прекрасная идея. Я прошу департамент ШОС включить этот протокол на нашей сегодняшней конференции. Я думаю, можно организовать конкурс также написания эссе, так как у нас трехступенчатая система образования, у нас есть докторанты, есть магистранты, есть бакалавры. Можно также
данном эссе мне бы хотелось призвать наших студентов нашего университета дать предложение об культурно-образовательной интеграции, о том, как правильно можно построить именно взаимовыгодное сотрудничество, развить коллаборацию между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. А всех участников конференции мне хотелось попросить призвать распространить информацию о наличии грантов, так как у нас совсем скоро, через 2 недели, уже начинается обучение, но у нас не так много студентов из необходимых стран Шанхайской организации сотрудничества. Хотелось попросить вас распространить информацию. Наш университет лично готов принять студентов из Таджикистана, студентов из Кыргызстана. У нас, по-моему, очень много было заявок, из Пакистана было много заявок. Из Индии, we have no students from India, only 1 or 2 few who have applied, but we have 5 scholarships for Indian students, master students in our university. Из Китая у нас 2 студента, но у нас есть еще 3 сколаршипа, гранта, которые мы можем предоставить студентам из Китая, также из других стран, которые здесь присутствуют, из Российской Федерации. У нас было много заявок, но тем не менее не все прошли, поэтому хотелось бы также призвать всех участников данной конференции распространить информацию о наличии грантов президента Республики Узбекистан, специально для студентов из стран Шанхайской организации сотрудничества. Дорогие коллеги, благодарим всех еще раз за участие. Большое спасибо. Прекрасных вам, стратегически важных вам дней, конференций, мероприятий. Спасибо за участие. Надеюсь, мы совсем скоро уже увидимся в новом формате. Это был Румысучун Рахмат. Thank you very much for your attention and have a great day and end of the year. Group photo comment. Group photo comment.